Здравствуйте! Сегодня по вашим просьбам мы сделаем вот такую стрелочку, аппликацию клеевую. И такой карманчик, а это аппликация пришивная. Покажу вам на таких мелких деталях кроя, как это делается. Нам надо гладильная доска. Я себе портативную такую подготовила, вот, чтобы места много не занимало. Утюг. Непосредственно форма кроя, на которой вы хотите наклеить эту наклейку. То ли это будет передняя часть свитера, свитшота, либо это будет надпись на спине, на рукаве. Неважно, где она будет, вы должны определиться с этим местом. Наметить себе границы. Четко выставить долевую линию. Строго поперек талии долевая идет. Расположить наклейку ровно. Если вы по центру, то относительно центра. Если вы сбоку, то относительно бока, проймы, учитывая здесь все линии, чтобы наклейка легла правильно и логично, не уходила вам под мышку, не пряталась в какие-то складки. В общем, с местом определились. Наметили карандашом, который уходит от утюжка или от воды. Наклеечку эту зафиксировали. Берете обычный проутюжельник, либо лист бумаги. Кладете сверху. Делаем, накрываем. Убедились, что все ровно, все закреплено. Утюг горячий. Усилия прям такого уж огромного, чтобы давить на поверхность утюгом, не нужно. Подержите горячий утюг, который рассчитан на хлопок, джинс, лен, температура. И досчитайте до 20. 20 секунд. 15-20 секунд. Так, чтобы ваша поверхность там не сгорела. И учитывайте, если у вас ткань изделия вашего синтетическое, то она длительного такого держания утюга не может выдерживать. Поэтому делайте это частями. До 10 досчитайте, уберите. Снова приставьте утюг. Ваша задача, чтобы тот клей, который находится под рисунком, расплавился и прилип к вашей ткани. Естественно, что вы прикладываете клеевой стороной наклейки на лицевую сторону вашего изделия. Смотрим, хорошо ли прогрелось. Передвигаем, чтобы все края вашей наклейки были обязательно подвержены тепловой обработке. Хорошенько приклеиваем. Это можно повторить и с изнаночной стороны, если позволяет ваша основная ткань. Удерживаем. Я выбрала специально сложную наклейку. Здесь очень тонкие буквы, их много. Наша задача приклеить так, чтобы границы этой наклейки нигде не оторвались, хорошо приклеились. Аккуратно снять пленку сверху, чтобы не повредить эти надписи. Конечно, более объемный рисунок, большой, клеить гораздо проще, нежели эти буквы. Но тем не менее, мы постараемся, и у нас все получится. Вот так вот возить утюгом ни в коем случае нельзя. Вы повредите свое основное изделие. Можете растянуть, перекосить и так далее. Поэтому только вот он стоит и держится на наклейке. Сильно выходить за границы этой наклейки не рекомендую, поскольку утюг может оставить следы. Просто отпечатается форма утюга на ткани, особенно если это футер трехнитка.
этот пушок снизу, он сгладится от температуры, спрессуется. И будет виден след от утюга. И все. Поэтому за границы наклейки сильно не выходите. Наша задача дать немножечко остыть верхней пленке, которая есть вот на наклейке. Немножко остыть, потому что если вы сейчас будете отдирать горячую, то она потянется вместе с буквами и может разорвать эти буквы. Я делаю на футере трехнитки. Даже если вы делаете это с изнанки, вам не надо пух припечатывать без проутюжильника. Это внешний вид изделия. Все равно берете проутюжильник, никакого пара, ни в коем случае. И вот так удерживаете утюг в области расположения вашей наклейки. Все, немножечко остужаем. Пусть немножечко пленочка остынет, а тем временем, пока она остывает, на ближайшем участке, который удобно вам подцепить, проверьте, убедитесь, приклеилась ли. Видите, пленочка держится хорошо. Вот она держится хорошо. Значит, дадим ей остыть. С этой стороны тоже держится хорошо. Значит, процесс идет. Все, этот край немножко подостыл. Смотрите, осторожно, пожалуйста. Я сейчас уберу сооружение это свое, нагромождение. Смотрите, аккуратненько берете за пленку. Краешек, видите, вот буква открылась. Прижимая пальчиком, обязательно прижимая пальчиком, потому что очень тонкий рисунок. Если будет широкий, плоский, то гораздо проще. Удержали и пленку сняли. А здесь нет, только так. Поддеваете эти буковки, я надеюсь, видно, удерживаете их и аккуратно, ни в коем случае, не резким движением дошли до следующей буквы. Точно так же краешек придержали пальцем, потянули, дальше пошли придерживать буковку, опять выступающий край потянули. Никаких резких движений. Сверху надпись. Точно так же удержали край буквы, чтобы концы буквы у нас не отлепились и в процессе стирки потом не портились. Потому что эта аппликация, она очень устойчива к стирке. Вот, при 40 градусах, естественно, как и футер стирается при 40 градусах, иначе он потеряет цвет, если вы будете выше градус давать. Удерживаете, и все. И вот таким образом снимаете пленку. Вот наша пленка есть. Смотрите, какой результат. Вот наша стрелочка, которую мы можем помещать на какое-то изделие контрастное. Или это не стрелка, а это просто крой передней части свитера или спинка. Все зависит от того, где вы хотите это расположить. Либо это внизу, либо на кармане. Но тем не менее надписи все очень четко, красиво легли. И нигде у нас ничего не задирается. Мы можем делать все, что угодно. Вот так выглядит эта аппликация. Карман сейчас будем пришивать нашу аппликацию и затем располагать карман. Ну что же, приступим к аппликации пришивной. Прежде всего определяемся, какой цвет будет снизу ткани. Если это будет черный, контрастный тому основному изделию, которое у вас есть, значит, нижнюю нить вы должны выбрать в цвет той ткани, которая будет снизу. Лапку для строчки выбираете такую, которая позволит вам видеть контуры вашей аппликации, чтобы вы могли четко, ровно строчить по краям рисунка. Сверху ставите нить
по цвету основного изделия. В некоторых случаях можно применять контрастную нить, но это касается обычно надписей, абстракции, но не рисунков. Выбрали рисунок в компьютере, распечатали нужного размера, нужного формата, либо нарисовали сами то, что вы хотите. Вот под низ этого рисунка, вот вы его прикрепили, булавками обозначили контуры, края вашего рисунка. Перевернули, эти контуры здесь видны. Наложили ткань, прикрепили ее, наложили так, чтобы она заходила за пределы рисунка. Обязательно со всех сторон, хоть бы на полсантиметра, но для удобства, конечно же, сантиметр-два. Вот сколько хватает вам, вот берете отрез ткани или обрезок после кроя, который как бы и выкинуть жалко, а использовать для аппликации можно. И вот такой чудный карман получится. Прикрепили мы ткань снизу, нитки заменили и начинаем работать. Убедилась, что нитки соответствуют снизу этой ткани, а сверху этой ткани. Начинать вы можете откуда вы захотите. Приступаем, начинаем шить. Вот я начну с хвостика. Я вижу, вот смотрите, у меня игла входит прямо в уголочек этот. Если камера это отображает, можно поближе. Смотрите, вот иголочка входит, ну вот прям в уголочек, видите? И по контуру я вот так вот и буду идти. Длина стежка классическая 2,5, уменьшите до 2, и будет нормально. Вот, чтобы в процессе стирки, носки, утюжки эта строчка не растрескалась, аппликация не была дырявой, вот, не было пропусков строчки. Или выберите строчку тройную, фигурную, мелкий зигзаг, как вам удобно. Но если большой объем работы, большая аппликация, которая практически на всю грудь, и вы будете с этим мелким зигзагом очень долго, и он оставляет ширину шва не очень приемлемую для того, чтобы футер закручивался. Я рекомендую обычной строчкой, но есть усиленная строчка. Она тройная и двойная. Машина делает на одном месте несколько раз стежок. Я приступаю к работе. Все это вы увидите. И затем будем продолжать дальше. Закрепляем, буквально пару стежочков закрепляем. У кого есть машина, которая способна выбрать замедленный ход, и вы не уверены в себе, у вас еще мало опыта, вы не можете четко по линиям ровненько, особенно если ровных рисунков касается. Здесь кошка, здесь можно допустить себе какие-то вольности. А в некоторых вот участках вот хвоста даже нужно допустить эти вольности, неровности. Это нормально. Но если есть четкие линии, четкие буквы, где нельзя нарушить ровную линию, то замедлите ход машины, либо строчите осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы получилась хорошая вышивка. Начинаем работать. Вот мы идем четко, смотрите, четко по рисунку. Бумага, она уже и сама отслаивается, если вам видно, вот уже она от иглы, густая строчка на трехниточном футере, он толстый, поэтому он очень мелко пришивает. Дошла до края хвостика, вот он, дошла до края, разворачиваю так, чтобы мне была видна строчка и чтобы мне было удобно строчить. И продолжаю ее. Следим, чтобы иглы в строчку не попадали, поскольку строчка очень мелкая.
Дошли к тому месту, откуда мы начинали. Вот она, ниточка. Выезжаем опять на хвостик и пару стежков делаем закрепку. Наша кошка пришита. Вот так это выглядит с изнанки. Вот так. Эти ниточки мы сразу удаляем. Есть. У нас чистенькая, красивая работа. Вот она. А теперь сделаем бабочку. Наша кошка ведь хочет потрогать эту бабочку. Делаем эту бабочку. Нам это не сложно. Начинаем с любого места, где нам удобно. Мелким стежочком. Закрепляем. Все, мы сделали бабочку. Вот так она с изнанки. Убираем ниточки. Наша задача снять этот рисунок. Если он у вас был нарисован, и того проще, ничего снимать не надо. А если бумажный, то вот он. От мелкой строчки он отпадает сам великолепно хорошо. Бывает строчка не очень мелкая, тогда надо, придерживая строчку, аккуратно снимать короткими движениями, аккуратными, чтобы не разорвать нить. Вот, мусор убираем. Бабочку тоже освобождаем от бумаги. Не спеша. Где надо поддеть, поддеваем. И снимаем вот таким образом ненужную бумагу. Если у вас очень сложный рисунок, бывает графически очень сложный, не спешите снимать всю бумагу. Не спешите, потому что вы потом будете теряться в этой куче линий, перекрестков, где надо вырезать, а где не надо. Подготовили себе инструмент. Ножницы, любые ножницы, с которыми удобно вам работать. Уберем тяжесть нам, чтобы не таскать на руках. Это у меня карманчик, маленькое изделие, а когда мы шьем мужской свитшот, и там вот такенная полочка и такая же аппликация, это все тяжело держать на весу. Поэтому лишнее сразу удаляем близко к строчке, красиво. Вот эти вот мелкие неровности затем можно подправить, но аккуратно все срезать. Близко к строчке, но не совсем в саму строчку, потому что нужно понимать, что ткань – это всего лишь ткань, она не клейкая, и после стирки она не должна оттуда вылезть. Поэтому, пожалуйста, обязательно пару миллиметров после строчки ткани оставляем. Если у вас большие ножницы, то проблем нет вообще. Ребро ножниц, вот я кладу ножницы, видите, ребро под тканью, оно имеет свою толщину. Оно мне помогает, это ребро, срезать, не повредив эту строчку. Там, где неровность, а если большой рисунок, то их не избежать, этих неровностей. Иногда рука устает, иногда вот что-то помешало, кто-то отвлек. И вот так вы красиво обрезаете эту аппликацию. С изнанки. Изнанка – это тоже лицо мастера. Должно быть все красиво и приятно. Вот наша изнанка. Затем мы берем липкий валик и проходимся здесь
Чтобы убрать этот пух, поскольку это трехнитка пушистая, с ворсом снимаем лишнее вот это вот, где контрастный пух попал на белое. И оно будет все чисто и красиво. Что касается изнанки, переходим на лицо. Если вы не уверены, что вы справитесь с такими большими ножницами, берете удобные ножнички, маленькие, или вот этот вспарыватель, определяете, какую границу от строчки вы хотите оставить. 2 мм, 5 мм, 3 мм. Если у вас сильно скручивающаяся ткань, можно отрезать комфортно 3 мм, она закрутится и будет такой бортик. Здесь можно обрезать до 2 мм. Нам бортики здесь особые такие закрученные не нужны, потому что ткань толстая. Очень аккуратно смотрите, чтобы вы кончиком острым не повредили нижнюю ткань, не оставили там никаких заусенец. Берете и обрезаете вот таким образом. Если вам неудобно, цепляется этот кончик, возьмите ножницы, по черновому обрежьте. А затем подровняете вот этой штукой. В любом случае при обработке у вас должна получиться кошка. Не медведь, не сова, ничего. Если вы нарисовали кошку, то в процессе обработки кошка кошкой должна остаться. У нее не должны закруглиться уши, как у мишки, у панды. Не должны расшириться лапы. Должна остаться мягкость в этих лапках. Наша кошка готова. Вот мы берем затем утюгом, липкой лентой, убираем белый пух на черном, очищаем его, и наша кошечка готова. Непременно подчищаем, делаем острыми углы там, где они острые, круглыми там, где они круглые. Все, кошка готова. Мы подчистим потом вот эти белые пушинки. Бабочка очень мелкая, поэтому вырезаем мелкими ножницами близко к строчке. В моем случае она очень мелкая. У вас, может быть, аппликация будет побольше, но поскольку это у меня карман, то она у меня маленькая.
Вот таким образом. Вот так выглядит с лицевой стороны. Вот так выглядит с изнанки. Сейчас я ее почищу валиком. И наш карманчик можно будет пришивать. Можно закрытым срезом пришивать, а можно вот таким же открытым срезом, красивой строчкой пришить этот карман. Форму можно, теперь уже форму окончательно можно вырисовать желаемую форму кармана. Вот я бы хотела даже вот так. Вот так. И немножко углубить. Вот я вот такую форму хотела бы оставить. И, скорее всего, пришивать вот таким же швом к основному изделию. Ну вот, берем валик, обычный валик. Это уже делается в конце, когда вы пришьете, когда уже изделие вы будете готовить к сдаче. Вы должны привести его в надлежащий вид. Вот таким вот образом. Это поможет и красиво вот эти вот границы обозначить. Сделать кошечку ярче, приятней. И увидеть, где вы чего не дорезали, где чего надо подправить. Вот таким образом. Выделим ножку поярче. Вот так вот. Вот так вот получилась наша бабочка. Вот сколько налепилось много пуха. Теперь почистим черную часть нашу. Переворачиваем нашу работу и приводим в порядок изнанку. Вот таким образом. Вот так выглядит изнанка. Доработанная, почищенная изнаночка. И вот так выглядит лицо. Карманчик можно пришивать. Будет замечательная такая работа. Он будет удобен, комфортен. Вот так, не напрягаясь, мы выполнили 2 чудесных работы. Из обрезков ткани. Дорогие мои, спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч! Я желаю вам всего самого хорошего.